Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте смотреть таро-прогноз на следующую неделю. Следующая неделя с 15 по 21 июня. Давайте посмотрим, что следующая неделя нам принесет. Где быть внимательным, где наоборот, может быть, отдохнуть и ни о чем не думать, да? Ну и где удачу за хвост поймать. Итак, это старшие арканы. Посмотрим, какой старший аркан, да, будет отвечать за всю энергетику следующей недели. Общий энергетический фон следующей недели. Угу. Так. Послание стихий, колода. Посмотрим, что стихия расскажет, дополнит. Неделя с 15 по 21 июня. И гексаграмма «Книга перемен». Почитаем ее в конце расклада и посмотрим, что она расскажет о следующей неделе. Такая вот карта. И начинаем с общего энергетического фона с 15 по 21 июня. Ага. Императрица. Динамика. Неплохая такая цикличность, хорошая. И внезапные перемены, да, будут. Потому что каждый готов уже к этим переменам. По карте императрица. Эта неделя, она очень интересная будет. Это как будто, знаете, время мощного кармического сдвига, когда уже ставишь кулаком все точки над «и» и решаешься что-то сделать. События вот по вот этому энергетическому фону, они будут развиваться стремительно. Старые застойные процессы, можно сказать, наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Но по этой карте еще могу даже сказать, здесь главное правило этой недели. Ловите волну и не сопротивляйтесь переменам. Это как будто вот идет действительно главное правило. Фортуна вам улыбается. Вот. И больше, знаете, как улыбается тем, кто готов действовать уверенно и гибко. И это все вы, потому что вы здесь сейчас, потому что это видео вас нашло или вы его. Вот серьезно. Да, императрица сильная карта для недели, как общий фон. Это баланс, это понимание, это гармония, это принятие. Это, наконец-то, сдвиг реально с мертвой какой-то точки. Это выход из тупиковой ситуации и взвешивание за и против, но и выбор, который тебе будет больше всего нравиться, ну, после того, как взвесишь за и против. Да, какое-то время у вас были как связаны руки-ноги, да, такое впечатление, что невозможно было куда-то, может быть, поехать, невозможно было с чем-то действительно разобраться. Даже кулаком по столу вроде бы стучал, а не получалось, да? Вот продвижение. Ждите интересных перемен. Реально время мощного кармического сдвига. Вот это вот следующая неделя. Если вы здесь, это не случайно. Это не случайно. Так, беру жезловую масть. Смотрим планы, реализацию, действия, ну, ваши поездки. Это больше как по работе, больше как нужные встречи. Может быть, даже планы, действительно, задумки какие-то. Так, какая карта здесь? Вот эту берем. Новости, хорошее прибавление, хорошие интересные моменты действительно будут, как будто бы у вас в руках, еще и с письмом. Смотрите, с 15 по 21 именно вот вся неделя, да, там, может быть, будут какие-то и взлеты, и какие-то вот приостановки, но это идеальное время для любых дорог и прорывов.
птица прилетела. Это значит открытые пути. Еще и с информацией, которую вы должны были узнать, услышать, не знаю, догадаться. Вы как раз что-то вот как узнаете, что-то поймете. Если вы планировали или вдруг начнете планировать дальние поездки, такие длительные, допустим, командировки, если по работе, да, может быть, решитесь куда-то поехать далеко-далеко отдохнуть, либо к родственникам, да, допустим. Может быть, планируете или будете планировать важные переговоры. Скажу так, по этой карте вам зеленый свет. Реально зеленый свет, и он горит для всего. Вот такая вот неделя. Она прекрасная. Да, многое можно будет передумать, многое можно будет преобразить как-то даже. Вроде бы стремился к одному, и вдруг какая-то новая мысль, новые какие-то подсказки, и у тебя уже какой-то вот энергетический срыв, и даже люди будут вам говорить: что-то ты не так выглядишь. И, кстати, не потому, что там ты плохо выглядишь, а потому что им будет либо завидно, либо они будут удивляться, как-то как по-детски на мир смотреть начал этот человек. Знаете, как-то я вижу такую ситуацию, вот как энергетический перелом, когда вы как ребенок действительно заново начнете понимать многие вещи. А это тоже продвижение, это тоже как освобождение от какого-то груза, это как будто бы через какие-то даже энергии вы очиститесь от чего-то плохого. Ну вот как-то так идет здесь. Да, у кого-то может быть поездка, действительно дальняя, далекая, даже на самолете, да, либо вы оттуда какую-то посылку будете ждать, либо людей каких-то, да, будете встречать, но это вам во благо, это действительно вам во благо. Что тут карты скажут? Девятка мечей — это очень много мыслей, которые вас просто вот как вы падаете, как шатаетесь даже, очень забита мыслями, какими-то делами голова, и даже, да, можете забывать что-то. Можете даже сказать: ой, мне надо что-то пропить, потому что вообще мысли вылетают или куда-то деваются. Вот такое здесь идет. Но эта неделя — это как преломление действительно. Преломление и зеленый свет для всего. Это выход из затруднений, из лабиринтов. Это 13-й аркан. Это действительно хорошие, светлые перемены. Но они от вас зависят. Вот раз императрица вышла, да, они зависят от вас. Мужчины, если смотрите, девочки мои хорошие, женщины, да, от вас. Здесь надо что-то себе взять. Давайте я в конце расклада посмотрю, может быть, какие-то специальные дни на неделе будут. Я посмотрю по картам. Может быть, даже посмотрим, я дойду до этого в конце. Может быть, цвет, может, талисман, который нужно будет в руках держать. В общем, посмотрим. Но здесь идут перемены. 13-й аркан — это хорошие перемены. Реально хорошие, как выход вот из какого-то такого жесткого момента жизненного. Может быть, каких-то слез, каких-то обид. Верховная жрица, ждите получать какие-то интересные новости, неожиданные сюрпризы будут. Туз жезлов. Это новые дороги с огнем таким вот. Зажигалочка такая, да? Вот. И любовь. Посмотрите, и любовь. Двойка кубков, 2 дельфина. Это любовь. Это когда человек встречает свое, что действительно хотел. У кого-то любовь платоническая, скажу так, да, у кого-то любовь, там, родственники, дети, вот такое, что-то такое вот хорошее в сердце проснется. У кого-то интерес к работе, к каким-то интересным возможностям. Так что как переключаете себя, действительно включаете свет наконец-то, и
и уже идете, не знаю, сказать, по своему туннелю жизненному, да, но интересно идете, скажу так, интересно идете, свет такой вот, как сбрасываете с себя чего-то такое вот, ну, темное, загруженное. Так, что еще по жезлам? Что еще по жезлам? Как совет карты, давайте, как совет. Любовь. Любовь. Все-таки выскакивает любовь. О, отношения интересные, встреча. Тут будем смотреть по кубковой масти. Мужчина. Смотрите, мужчина, если смотрите, вы... И к вам идет любовь, как говорится, да, но у вас что-то интересное, как в руках вы держите. Вы сами что-то вот сделаете такое, что потом будете сами же себе и спасибо говорить. Девочки мои хорошие, к вам идет интересный мужчина с таким предложением, который будет, ну, весомый в вашей жизни. Ну вот здесь так. Это тоже, это да, это могут быть деловые отношения, деловые встречи, какие-то подсказки, разговоры, какое-то примирение. Ну, я говорю, что будем смотреть еще и по кубковой масти. Отношения, да, вот такое вот. Любовь тоже здесь. Но здесь тоже любовь. Видно и здесь. Что еще как совет? Но больше всего не сидите на месте. Вот такой совет идет, да, как по жезлам. Не сидите на месте. Смотрите, звезды зажигаются. Это значит, что впереди действительно как свет, уже огонек у вас вот в руках. И денежки тоже посмотрим по пентаклевой масти. Ну, как в руках что-то. Смотрите. По жезлам, да, действуйте решительно, берите управление в свои руки, кстати, в собственные руки, своей жизнью. В любом вопросе, что вам выгодней, где у вас сердце больше радуется. Не надо на следующей неделе, я не знаю, может быть, действительно есть такие дни, есть такие моменты, когда нужно уйти в тень. Либо пропустить что-то, уступить, да. Но вот эта неделя именно будет, особенно вот вы смотрите это видео, значит, точно для вас. Когда вы действительно свою жизнь берете в свои руки, когда вы решаете то, что боялись, стеснялись решить, ну не знаю, вот как-то так, как-то так. Все встречи действительно этой недели будут носить целевой, деловой характер. Ну, по отношениям тоже, говоришь, посмотрим, да, но они продвинут вас вперед. Звезда горит в руках Пентакля. Продвинут вас вперед. Так что берите и действуйте. Смотрите, если у вас есть запланированное что-то или просто в голове, так, надо сдать анализы, допустим, да, или надо вот туда-то съездить, так, надо позвонить тому человеку, или надо подобрать себе новый стиль одежды, допустим, или хотя бы маленькую вещичку какую-то интересную, да, взять, потому что хотела давно или хотел. Делайте, действуйте. Это и будет как вот какое-то маленькое, но начало больших вот продвижений. Давайте дальше, да? Давайте посмотрим по пентаклям. Пентаклевая масть. Выскочил все-таки. Все-таки он выпрыгнул. Ну, она была уже эта карта. Значит, продолжается период, когда мое должно быть в моих руках. Ну, раз выскочила, значит... Честно, я думала... Не-не-не, я повернула, думала, не-не-не, хватит этот мешочек. Она взяла и выскочила, эта карта. Значит, 100%, миллион процентов ваши, реально в ваших руках. Но да, есть предупреждение, не упусти. Есть такое предупреждение. Так, беру эту колоду. Вообще финансовый поток, он стабилен, гармоничен, потому что вам нравится не упускать свое в жизни, правильно же? По этой карте, да, финансовый поток стабилен, слава богу, все хорошо, но можно что-то потерять, потому что вы что-то берете, но кто-то все равно хочет забрать. Сейчас посмотрим. Есть такое. Финансы, материальная сфера, следующая неделя, 15-21 июня. Так, это рыцарь.
прорыв, король, мужчина. Ну вот она, пятерочка. Здесь есть какие-то действия, здесь передвижение. То, что на себя будете тратить, это будет вам в мир, гармонию, радость большущую. Но вот если вдруг кто-то что-то попросит, будет, да, может быть опустошение. Сейчас. Особенно, если мужчина вы смотрите, особенно вы, не давайте на этой неделе деньги своим друзьям, именно мужчинам. Девочки мои хорошие, тоже именно мужчинам. Не давайте. Не знаю, кто будет просить. Может быть, на работе скажут что-то сдать куда-то. Ну, смотрите тоже, надо ли, не надо ли. Не знаю, но как будто такое идет. Смотрите, да, еще раз повторюсь, финансовый ваш поток стабилен, слава Богу, все гармонично, все в ваших руках, не зря вы здесь. Вы еще с этим раскладом на Ютубе, не забывайте, получаете свое вот это вот, свою удачу, да. Но этот баланс, он требует какой-то, как сказать, внимательности. Давайте скажу обычным словом, да, внимание, вот вашей внимательности. Потому что брать, отдавать, вот вся неделя будет как брать и отдавать. Заставят, может быть, куда-то сдать что-то, какую-то денежку. Смотрите сами. На этой неделе, если не получается, значит не получается. Ничего страшного. Когда-то отдадите, если это действительно надо. Допустим, какой-то взнос, какие-то там кредиты, да. Это как бы ваше время, но смотрите по себе. Больше как придержите, если есть возможность. Если нет возможности, если реально надо сдать, заплатить, такое вот, то говорите. Я в конце скажу слова обязательно. Но на всякий случай даже здесь, что деньги отдаю, свое возвращаю, свое просто вот держу и никому не дам, да, чтобы денежки обратно к вам и вернулись. Ну, я, наверное, на неделе сделаю расклад по поводу денег, чтобы деньги к вам реально возвращались. Так что оставайтесь на Ютубе у меня здесь, да, я сделаю такой расклад, чтобы денежки к вам шли и не терялись. Если кто-то хочет взять, то чтобы из отдачи это возвращалось обратно вам, а не утекало сквозь пальцы. Сделаем такой расклад, потому что здесь есть по пятерочке пустота, как просите уже, да дайте мне уже, что не доплатили мне наконец-то. Но у вас есть стабилизация, есть хорошие выходы из каких-то, да, может быть, даже сложных денежных ситуаций. Ну, у каждого из вас свое. В каком-то вопросе, а может быть вообще даже. Но я вижу, что финансовый поток стабилен, значит, вы свое берете. И обязательно вы здесь, вы, значит, в этом. Так, что еще? Брать, отдавать, просчитайте, да. Кому можно, кому нельзя. Возможны неожиданные денежные поступления в вашу сторону с разных мест, может даже из-за границы, либо даже от людей, которые давно молчали. Да, на этой неделе, с 15 по 21, но не знаю, то ли вы не сразу все получите, то ли как еще. Денежные поступления я вижу. Будет. Может, только на карточку, а потом уже вы снимете, да, как перечисление какое-то. Может быть, кто-то решит реально отдать долг, может быть, по частям. Не вы, а вам, получается. Да, у вас у кого-то может быть премия даже, или какая-то материальная помощь. Оно как будто бы, знаете, либо издалека, откуда-то вот давно-давно должны были, и вот наконец-то начинается вот отдача. Либо начнут только-только, но по чуть-чуть попросят. Но опять же, смотрите сами, свое не упустите. По чуть-чуть, значит, по чуть-чуть, но отдавай уже наконец-то, да? Чтобы я уже не мучилась в потерях.
не мучился. Так, что тут еще? Пентаклевый туз, вот он. Стабильный, действительно гармоничный финансовый поток в ваши руки идет, еще и ангелами посылается. Это 20-й аркан, аркан высшего суда. Это хорошо. Но десяточка вот есть. Брать и отдавать, баланс. Как я здесь сказала, от вас многое будет зависеть. Знаете как, на этой неделе судьба подсказывает, но делаете вы. Вот как-то так. Совет такой. Если у вас просят взаймы или нужна помощь, помогите. Это вернется со сторицей. Но только в том случае, если вы действительно думаете, что да, в этот момент я должна это сделать, я должен это сделать. Если этот человек просто так, ну так вот, ай, дай мне, пожалуйста, я там тебе потом отдам, не хочется снимать с карточки. Нет, в этом случае нет. Смотрите, вот смотрите сами. Вот такое. И знаю, что и просто вот хочу сказать, что понимаете, что нужно дать, что именно вы помогаете, вернется со сторицей. 1000000% вам вернется со сторицей. Но если будете всем подряд давать, ой, давай я тебе помогу, что мне упущу что-то, да, вот именно в этот момент упустите. Так, в то же время, как хочется сказать по вот этим картам, тем более, видите, как десяточка таки вышла после вот этих всех, это значит, что не бойтесь в эту неделю сами просить о повышении, о улучшении, о изменении, о отдаче до 21-го. Просите, говорите и в шутку, и прямо, чтобы действительно притянуть к себе хороший поток денег. Просите, может, не у людей, а у самих высших сил. Дай мне от какого-то дела, или дай мне продвинуться по работе, дай мне вот такую-то определенную сумму, я хочу купить вот эту вещь. Просите на этой неделе, и вам придет. И вам придет. Распрямите спину, просите, и вам придет. Так, кстати, на этой неделе с 15 по 21, да, инвестиции в крупные какие-то свои планы, просчитанные. Действительно, вы этого чувствуете, что интуитивно, да, я хочу. У вас оправданы и поддержаны высшими силами. Так что все хорошо должно быть. Есть моменты, но карты как бы описали, видите? А после десятки восьмерка вышла, это значит, что здесь разрываются путы, снимается повязка, и вы из какой-то клетки таки выходите. Угу. Вы из какой-то клетки таки выходите. О, и следующий паж, вот он, как разорвал и встал на свой путь. Меч, меч, меч. Выходите не в эту десятку, а наоборот, из каких-то денежных проблем, и слава Богу, с высшей силой и продвижением по тузу пентаклей. Вообще превосходно, да будет так, да? Дальше смотрим эмоции, да? Эмоциональный фон — это кубковая масть. Кубковая масть. Что у нас здесь? О, туз чаш выходит. Видите, туз чаш. Так видно? Ну, это сильная карта любви. И вообще в общем, как будто бы ты в свой дом получаешь то, что ты хотел. Радость от покупки, радость от новых планов, радость от каких-то звонков людей, радость от человека, который тебя обнимет. Просто обнимет и поцелует. Вот такая радость идет к вам на следующей неделе. Да будет так, пусть этот поток Вселенной через этот расклад принесет вам эту радость. Берите ее, берите прямо сейчас на Ютубе. На других платформах воруют и видео, и воруют вашу энергию. Будьте аккуратны. Только здесь на Ютубе, Ананки Тарот. Так, смотрите, по этой карте время душевного, смотрите, да, душевного тепла.
искренности, огонь такой вот, искренность, да, когда ты в огне чувствуешь вот действительно, что ты хотел, когда смотришь на огонь, да, что тебя успокаивает, вот какой-то такой идет. Искренность, любовь, вот такое. Прекрасная карта. В сочетании, вот, ну только по поводу денег сказали, но вообще вот нормально. Дальше, конечно, тут посмотрим острые моменты там и гексограммы, но здесь хорошо. Здесь хорошо. Восьмерочка кубков. Возвращение утраченного. Да, потому что были у вас уходы, разлуки, были какие-то поездки неоправданные, разговоры, которые приводили как к нулю даже, можно сказать. Но больше, как вы ведете, вот, допустим, разговор, ведете в одну сторону, а вас не понимают. И вот это вот как бы восьмерочка кубков говорит, а к тебе наконец-то возвращается. Принимай, поворачивайся лицом к тому, что еще не испиток, к тому, что еще твое. Для одиноких людей с этой карты могу сказать, что вас ждут судьбоносные, романтические встречи, приятные, может быть, знакомства, либо хотя бы, знаете, вот как действительно вам скажут, ой, что-то ты не так выглядишь, как-то лучше. А даже если плохо кто-то говорит, знайте, это зависть. Это зависть, потому что себя в зеркало посмотрели, может быть, не понравилось, либо понравилось, а вы еще лучше. Так что не слушайте людей, если будут говорить вам плохо. Вот слушайте тех, кто будет вам говорить хорошо. Вот так вот. Это такая неделя, это такие энергии, которые вы сейчас даже вот хватаете. Что еще здесь? Что еще? Ну вот, звездочка, новые цели, новые знакомства, новые интересные возможности, луна, ночные свидания. Угу. Вечера, ночь. У кого-то очень хорошая будет, романтическая. О, еще и страсть идет. У кого-то будет страсть. Но с такими картами это страсть. Ну, пишите мое и все, да, вот даже в комментариях напишите: беру свое, никому не отдаю. Все, закрываю двери, чтобы никто не забрал, а вошло только хорошее. Своими словами. Здесь дьявол. А ну что после тебя? Какая карта подтверждения? В ваших руках по чуть-чуть. Да, новое знакомство, страстное, интересное, вам понравится, может быть. Да, могу сказать, что вы душой отдохнете в каком-то путешествии, душой отдохнете прямо. Вы просто даже у кого-то будет разговор в общественном месте, но вам понравится, и вам скажут спасибо за что-то. Вот такое еще идет. Если вы в паре, да, если у вас есть муж, жена, да, либо там любимый человек, здесь как будто наступает период полного взаимопонимания, примирения и гармонии. Но знаете, все-таки по императрице мужчина, даже если вы смотрите вот императрицу, да, это общий фон, это для всех. Это как гармония с собой. Это значит, поменяй чуть-чуть себя, даже если тебе будет казаться, что ты выглядишь, извините за слова, дурачком, нет. Как раз-таки в этом моменте ты найдешь свое самое лучшее, вот именно в эту неделю. Дальше будем смотреть еще, может, еще какие-то подсказочки будут, чтобы еще больше, да, улучшить свою жизнь. И еще я вижу здесь человека, это вы, который что-то упускает. Знаете, около вас есть еще один человек. Он как будто бы молчит, но улыбается. Как бы со стороны потихонечку смотрит на вас.
Поговорите с ним, если вы поняли, о ком речь. Либо посмотрите по сторонам, может быть, вы его увидите и никогда не замечали. Этот человек хочет с вами общения. Потом вы скажете за это спасибо. Этот человек хочет с вами общения. Он потихонечку наблюдает, но не говорит, как будто не подходит, как будто вы его не замечаете. Но это ваш человек. Да, это может быть и по работе, может быть и по поводу каких-то интересов в дальнейшем, может просто друг подруга. Но может быть и очень важный человек в вашей жизни, как действительно вот любимый, правильный, хороший человек. Я очень хорошо вижу эту энергию. Если вы сейчас не заметите, но в ближайшее время, ну вот как будто бы вот рядом где-то. Как будто где-то рядом. Так, что еще карты скажете? Вот мужчина, любовь, любовь. Мужчина еще один. Любовь, туз кубков, любовь идет. Мужчина, к вам идет любовь, вот. Вы сами держите ее в руках. А девочки мои хорошие, к вам идут мужчины. Ну, как-то так. Вы нравитесь. Вы действительно нравитесь. Но выбор, наверное, за вами, раз столько карт выходит. Иерофант. Высшие силы посылают тебе благополучие. Заживление прошлого. Как будто бы прошлое либо будет просить прощения, либо все, завершение, и ты выходишь на новое что-то. Четверочка — это все-таки как завершение чего-то, что болело. И любовь. И любовь, любовь, любовь. В вашу жизнь идет. Берите с этим раскладом любовь. Реально. Вот девочка вышла. Угу. Королева кубков. Нет, карты прекрасные. Карты прекрасные, когда действительно душа наконец-то отдыхает и радуется. Так, по всем этим картам могу так сказать. Это действительно время душевного тепла, искренности и любви, как я говорила, да? Вот. Ну, совет такой. Открывайте сердце, разговаривайте по душам с человеком, да, с людьми. Ну, естественно, вы будете понимать, с кем можно открывать сердце, с кем нельзя. Вот. Но если вы решите, да, со всеми давай, вот именно на эту неделю, дай попробую, тогда будьте аккуратны с тем, что да, вам могут наплевать и на сердечко ваше, и на душу. Но если вы не возьмете это на свое сердце, а скажете, ой, забирай себе, и тут же переключитесь на что-то позитивное, вы даже не представляете, как вашим завистникам и врагам будет плохо, а как вам хорошо. Вот такая вот энергия этой недели. Проводите больше времени с теми, кто вам, конечно же, дорог. Эмоциональный фон недели очень поддерживающий по всем этим картам. Очень поддерживающий и мягкий. Вот так. И мягкий. Так, давайте острые моменты посмотрим. Острые моменты. С 15 по 21 июня. Острый момент — это пятерка мечей. Она больше как реально пятерка мечей. Это очень сильная карта и очень хорошая карта, как подсказка. Очень хорошая. Вот ко всему этому риск ввязаться в пустые ссоры, споры, интриги и столкнуться с чужим эгоизмом, да, есть. Есть вероятность скрытых конфликтов на работе, либо где-то рядом, может быть, какие-то соседи выскочат, там что-то начнут разбираться, что-то им не понравится, настроение будет не то. Или у кого-то будет не у вас, а у кого-то рядом с вами будет желание победить любой ценой, что принесет лишь опустошение. Эта пятерка мечей — это как будто бы, как сказать, как иллюзия обмана, но и в то же время, когда кто-то решит вас немножко задеть, чтобы вы не поняли сути и вот испортили себе день или даже неделю. Вот кто-то захочет вас действительно зацепить. Но раз эта подсказка есть, вы можете как победивший человек
просто идти впереди, а те будут страдать. Подсказка есть, и да. Ну, кстати, весомая подсказка и очень хорошая. Вот. Чтобы это опустошение не получить, да, нужно как бы больше отворачиваться, сказать: так, до свидания там, или всего тебе хорошего, и тебе не хворать, да. Что-нибудь такое вот, если кто будет лезть, и повернуться и идти. Все, вы выздоравливаете, остальные болеют. Как-то так. Но вероятность есть. А потому что у вас, слава Богу, хорошо. И я же говорила еще с самого начала, на вас будут смотреть и говорить: как-то ты не так выглядишь. Угу. Опять у него, да, начало что-то получаться, а у меня все теперь плохо будет. И вот кто-то захочет вас немножко ущемить. А не тут-то было. Вот подсказочка есть. О, императрица. Вот она подсказка. Это ваша неделя. Это ваша неделя. Так, 4 кубков. Это больше как... Это больше как судьба дает, бери. Поэтому не надо плакать. Расправь плечи и бери. Судьба тебе дает подарки, судьба тебе дает возможности. И если кто-то будет лезть, как какой-то, не знаю, там, хрущ, да, на огороде, то надо его оттолкнуть. Не знаю, почему хрущ пришел мне сейчас. Но вот как-то так. Смотрите. Это королева мечей в ваших руках. Даже если вы мужчина смотрите, да, все равно как будто в ваших руках вот многое, очень много. Кому-то, да, надо помочь, кому-то все-таки сказать до свидания. А вы поймете, вы поймете. Смотрите еще, не вступайте в токсичные дискуссии, Например, кто-то одно скажет, кто-то другое скажет, и вы решите вот свое мнение. Смотрите, если ваше мнение действительно нужно этим людям, говорите. Если они просто хотят вас зацепить, чтобы развить какой-то конфликт, нет. И все, не давайте свое. Не давайте. Вот, так что не вступайте в токсичные дискуссии. Но, естественно, вы почувствуете. Если чувствуете, что назревает ссора, сделайте шаг назад. Помните, что иногда уступить все-таки в каких-то мелких неприятностях, да, это значит сберечь свои колоссальные ресурсы для своей дороги, для своей фортуны. Вот так. Не доказывайте никому свою правоту силой. Или кто-то решит зацепить, вот. Не давайте, чтобы вас цепляли. Вот такое вот здесь. Что еще? Новые дороги, новые горизонты вам открыты. Ну вот она как раз. Это паж, то есть рыцарь Пентаклей, когда все. И вы знаете, вы мудрый человек. Можете реально каждому рот закрыть. А может быть, вот не надо на этой неделе. Если вас это не будет мучить, закройте рот кому-то и идите дальше. Если все-таки вы потом будете расстраиваться и как-то что-то не так пойдет, вот просто посмотрите со стороны и все. И пусть идут своей дорогой. В ваших руках многое, да. Вот, и тут тоже и рыцарь мечей, прорыв хороший. Мечтайте, планируйте, ваша неделя такая вот. Колесница очень хорошая, как раз вот ресурсы колоссальные вашей колесницы, да, и фортуны. То, что не надо, чтобы кто-то переходил вам дорогу. Сила в ваших руках, это прекрасно. Будьте аккуратны, влажная погода, когда будет. Будьте аккуратны, да. Сквозняки, влажная погода. Ну, желательно. Я, если честно, я тут и не вижу. Да, вы можете. Вот еще что вижу. Будьте аккуратны.
Вот вроде бы кажется, что дождик там может быть или тучки, но все равно, если вдруг солнышко, не знаю, но на этой неделе реально так вот чувствуется. Я потом еще буду смотреть, и, возможно, опять так же самое будет кое-где, да, головной убор, чтобы был. Вот вижу, почему-то здесь очень нужен головной убор. Вот. Хоть что-то. Если вдруг вот такое яркое там горячее солнце, допустим, да. Если, естественно, дождь, ну тогда головной убор, зонтик, допустим, да. Но вот почему-то голову, берегите голову. Вот такое мне пришло. А там смотрите уже сами на неделю. Но мне пришло, берегите голову именно. Вот как голову, как дымка, как вот опустил, как больно. Вот. А по поводу души и сердца, ну, тут карты подсказали. Так что не ввязывайтесь куда-то, чтобы сердечко действительно не страдало. А так все, слава богу. Давайте посмотрим. Я вот не знаю, брать эту колоду. Да, давайте с этой. Итог недели, и потом скажу волшебные слова. Угу. Так, итог недели. Здесь... Ну, в ваших руках все. Так, здесь я еще, может быть, буду смотреть, но больше пока что хватит. Послание стихий. Вот, открываем. Давайте так сравним, да. Валет огня. Это как рыцарь огня. Удовольствие, удовлетворение, энергия. Ну, видите, даже здесь стихия говорит, что будет удовольствие. Удовольствие привязывает сильнее, удовольствие привязывает, да, сильнее всяких пут. Научитесь его получать и где-то дарить действительно. Где-то подарили, где-то наоборот ушли. Но вот себе, вот с самого начала, да, вот включите себя, вот такое вот. У вас в руках многое. Так. Итог по этим двум картам. Неделя, она будет интересная, а вот завершится очень хорошим триумфом, кстати. Знаете, такое чувство глубокого удовлетворения, завершенности вы получите. Вы сможете закрыть важный жизненный цикл, вы сможете какие-то вопросы решить очень даже нормально так, получить ответы на давние вопросы и почувствовать себя на своем, наконец-то, месте. Вот. Это неделя внутренней и внешней победы. Хорошая неделя, реально хорошая. Давайте посмотрим гексаграмму, потом волшебные слова, да? Так, гексаграмма. Разрешение. Время успеха приходит к тем, кто не тратит свое время понапрасну. К вам. 100%. Кто из вас тратит его понапрасну? Да никто. Кто здесь сейчас на Ютубе. Читаю. Удача. Так. Удача полностью на вашей стороне. Трудности и потери остались в прошлом. Можете не сомневаться в том, что счастливая полоса в вашей жизни наконец-то наступила. Решительно беритесь за дело, реализовывайте самые смелые мечты, и вас ожидает успех. Сейчас прекрасное время для любых начинаний. От работы и любви до поездок и путешествий. Ну посмотрите, как гармонично это из всей колоды, да, описывает то, что сказали вот эти карты. И поездки, и путешествия, и любовь. То, что здесь все карты говорили. Люди готовы оказывать вам поддержку. У вас появятся новые друзья. Не упустите свой шанс хорошо заработать и подняться на новый уровень. Да будет так, да? Давнее желание неожиданно исполнится. Новое же осуществится позднее. О, у вас еще несколько желаний, может быть, есть, да? Давнее неожиданно. По верховной жрице тут как-то выходило, да, исполнится, а новое, что-то новенькое осуществится тоже, но немножко позднее. Итак, давайте посмотрим еще пару карт. Я еще хочу вам здесь видео... Ой, опять ударила камеру.
Видео, наверное, слишком длинное, но если вы до конца здесь, значит, это вам очень важно. Хочу посмотреть, может быть, еще какие-то талисманчики карты расскажут. Так, это гармония души. О, шестерка жезлов, да, шестерка — это победа, гармония души и победа. Ага, значит, слова такие. Давайте я вам скажу, вы даже можете хоть немножко повторить, можете даже не пролистывать, чтобы их записывать. Я просто их скажу, и вы это получите уже сейчас, потому что вы их слышите. Смотрите, чтобы неделя эта прошла великолепно, и весь негатив ушел, чтобы неделя усилила финансовые и любовные потоки. Просто как-то вот просто в зеркало посмотрите и скажете: я в правильном месте. А я сейчас скажу слова. Итак, я нахожусь в правильном месте, в правильное время. Колесо моей судьбы крутится к счастью, успеху, изобилию и победе. Я легко обхожу любые преграды и с благодарностью принимаю дары Вселенной. Да будет так. Прекрасные карты. И я уверяю вас, сильные для вас слова. Так, чтобы войти в полный резонанс с энергиями, знаете, я числа не вижу. Это вся неделя, значит, будет такая. Я не вижу числа, серьезно. Я думала, к концу числа какие-то увижу, либо какие-то дни недели. Нет, вся неделя будет очень интересной. Каждый день будет особенный. Энергии Вселенной, они сейчас с вами. Чтобы немножко усилить, допустим, свою привлекательность, там, либо денежный поток, да. Ну, во-первых, оставляйте все свои негативы где-то в прошлом, не берите их с собой, да. Во-вторых, приходите ко мне на YouTube. Следующие расклады я тоже вытягивать буду энергию для защиты или для какого-то привлечения. Вот. Ну и вы сейчас уже, в-третьих, да, вы сейчас уже получаете. Знаете, что вижу? Я вижу цвет. Солнце, солнышко, солнышко. Я реально вижу цвет. Изумрудный и сочно-сочно-зеленый. Это цвет вашего финансового потока. Если у кого-то есть камень авантюрин, это ваш талисманчик. Вообще супер. Если нет, то возьмите как талисманчик. Все-таки, да, вижу колесико. Вот какое-то колесо, не знаю, как будто бы руль, колесо, копейка с дырочкой, да, как подвешенная. Может быть, кольцо какое-то вот очень такое интересное, важное, колечко, как, не знаю, на цепочке, на браслете. Ну, как-то так, чтобы оно, в принципе, и на руке тоже будет. Но на руке тогда с каким-то знаком, может быть, бесконечности, чтобы на кольце еще кольцо было. Вот что-то такое вот. Это будет как притяжка, да, вот как притягивать к вам новые возможности, где вы будете за рулем вот своих каких-то сделок, денежного везения, вот как вот вы к денежному везению идете, да, и принимаете. Вот такое. Это действительно как вот подсказочка. Изумрудный, сочно-зеленый. Это как притягивать будет возможности, да, это как тоже талисман, цвет. И вот этот вот что-то кругленькое. Руль, не знаю, там от корабля такой руль, да, к себе притягиваете. Ну, что-то типа этого. И еще цвет вижу. Голубой. Нет. Нет, не голубой. Больше как все-таки глубокий синий. Я такое увидела видение, как индиго. Голубой, такой вот не голубой, именно вот такой синий. Это цвет мудрости больше, спокойствия и больше как мира, гармонии в душе. Этот цвет создаст вокруг вас мощный защитный щит. Он поможет вам оставаться
хладнокровным человеком, да, в каких-то ситуациях, где вас захотят цепануть, там что-то сделать. И он поможет вам не поддаваться на провокации и легко обходить острые какие-то углы в общении или в каких-то делах. Вот такое вот я здесь увидела по солнышку, ну вот как видение. Как бы карту вытащила, но закрыла глаза, и вот это чувствуется очень. Попробуйте, попробуйте, сделайте, потом, может, даже отпишитесь. Ну, вроде бы все. На сегодня точно все. Счастья вам огромное. Следующий Таро расклад на ютубе у меня будем смотреть в следующее, ну, через неделю, да, в следующее воскресенье получается. А другие расклады на притяжку какую-то, тем более вы сейчас до конца сейчас со мной слышите, да, значит, 100%, миллиард процентов сработает. Даже если вы где-то не верите, все равно потом увидите. И, кстати, лучше верить, потому что больше притягиваете. Серьезно, по себе знаю. Вот. Ну, так что оставайтесь со мной. Всего самого наилучшего, доброго и успешного. И любви, любви. Много-много хорошей, хорошей любви.